Представьте себе величайшую державу своего времени, империю, простиравшуюся от берегов Индии до Египта, обладавшую неисчерпаемыми богатствами и миллионами подданных. И вдруг ее правитель начинает готовить грандиозный поход против небольшой, раздробленной Греции, где не было ни единого царя, ни единой армии. Зачем Ксеркс пошел на этот риск? Неужели лишь ради мести за поражение Дария при Марафоне в 490 году до нашей эры? Быть может. Или причины были гораздо глубже. Мы знаем о подвиге спартанцев и видели фильм об этом, но правдива ли полностью эта история? Победила ли Греция в итоге, и что вообще планировали сделать персы после завоевания Греции? Именно это мы и выясним в сегодняшнем видео. Проблемна уже сама датировка начала войн греков с персами. Только в 20 веке нашли более-менее приемлемую дату, так как конфликты шли постоянно, и начались еще в V веке до нашей эры, когда Кир напал на Ионию и покорил ее. И вот тут уже первый факт, ломающий стройную школьную версию о конфликте народов. Греческие города Малой Азии были под персидским владением, жили под ними веками и в целом не испытывали большой любви к другим грекам. Они сражались за персов в многочисленных войнах на востоке и юге Евразии, были превосходными наемниками, и немалая их часть пришла в родные греческие края Европы с войском Дария и Ксеркса. Более того, уже после греко-персидских войн армию Александра Великого при Гранике встретят те же греческие гоплиты городов Малой Азии, а их лучший военачальник будет яростно отговаривать персов от битвы, но не будет услышан. Как знать, что было бы, если персы были бы менее самоуверенными, а Александр менее решителен? Мелкие конфликты решили не причислять к военной эпопее, но и следует сказать, что вообще-то агрессором Персия не была изначально. Ведь первая война Персии с греками началась вовсе не с Марафонской битвы, ей предшествовало Ионийское восстание, когда греческие города Малой Азии подняли мятеж против персидской власти, а Афины и Эретрия отправили им помощь. Греки с древности жили на теплом побережье современной Турции и богатели на торговле и мореходстве. Но сами колонии были не очень-то большими, поэтому довольно быстро попадали под чужеземные владения. Последними их правителями до персов была Лидия и ее знаменитый царь Крёс, человек богатейший в мифических масштабах. Колонии легко приняли его власть, так как он не требовал от них ничего, кроме верности и уплаты налогов. Но через это они попали в войну Лидии и Персии, на стороне более слабого. Персы, которых греки всегда именовали медийцами, предложили грекам заявить от отделения от Ливии, надеясь на сепаратистский бунт, но получили гордый отказ. И когда разбитая в пух и прах Лидия была повержена, а послы от греческих городов робко предложили персам быть их вассалами на тех же условиях, их подняли на смех. Кир лично сообщил им, что они своей глупостью похожи на рыбака из анекдота, который игрой на флейте пытался привлечь рыбу в сеть, а когда не получилось и он наконец поймал рыбешку, стал требовать, чтобы она перестала трепыхаться теперь, ведь когда он играл, она что-то не плясала и не заходила так в сеть. Правая рука Кира, полководец Гарпак, озвучил им, что предлагает полное подчинение, и это пока еще очень мягкие условия. Сам Гарпак, по Геродоту, человек невероятной судьбы. Младенцем Кира его родной дед Астиаг приказал убить, так как маги пророчили, что тот свергнет его. Чиновнику Гарпагу было поручено это совершить, но он не смог найти в себе силы, к тому же его жена недавно не смогла родить здорового ребенка, и Гарпаг оставил младенца себе, а Астиагу показал своего. Кир вырастет в его семье. Правда, вскоре вскроется, но мстительный Астиаг, узнав обо всем, прикажет тайно убить другого сына Гарпага, а затем позовет его на пир и накормит его мясом сына. Гарпаг и Кир поднимают восстание и свергнут Астиага. Он станет правой рукой правителя, принесет победу над Лидией, когда против их наемной армии всадников вывел в бой лучников на верблюдах, и лошади лидийцев, напуганные криками верблюдов и их незнакомым запахом, взбесились, и победа досталась персам очень легко. Теперь, в ранге сатрапа Лидии и Ионии, он объявляет грекам их жалкую роль в новой державе. И пока персы добивали остатки сопротивления, бывшего царя Креза вели на костер для сожжения. По легенде, когда пламя разгорелось, Крёс вслух прокричал строки из Салона о том, что разумный человек никогда не выбирает войну
так как во время мира дети хоронят отцов, а во время войны отцы детей. А сам Кир, грабя город, грабит уже сам себя, ведь это его имущество теперь. По одной версии, Кир задумался и приказал потушить огонь и помиловать царя. По другой, Аполлон наслал дождь, и тот потушил пламя. По третьей версии, несмотря на приказ унять огонь, было уже слишком поздно. А греки стали готовить восстание, понимая, что жестоко ошиблись. Они разослали письма в греческие полисы, прежде всего в Спарту, которая всегда была на их стороне, и они много торговали и воевали совместно. И как вы думаете, откликнулись ли греки на призыв о помощи? Да. А героическая Спарта была первой среди храбрецов? Нет. Спарта не решилась выходить на открытый конфликт с новым и могучим противником. Помощь дали изнеженные и презренные философы, пьяницы и гомосексуалисты из Афин и небольшой город Эритрия. Но все же справедливости ради надо сказать, что когда ионийцы заперлись в городах и приготовились к войне, Спарта отправила посла к персам, и тот сообщил, что персам не следует начинать войну против ионийских греков. Персы не поняли почему и совету не последовали, но и войну не начали. В общем-то, случайно вспыхнул бунт из-за милетского наместника Аристагора. Ставленник персов, он затеял присоединение соседнего богатого города, когда там жители разогнали местных олигархов. Те попросили помощи у Милета, а Аристагор у персов, планируя затем стать правителем уже двух городов. Персы дали войска и корабли, а также военачальника Мегабата. С ним наместник начал регулярно ссориться и затем прогнал его прочь. Взбешенный родовитый перс отправил восставшим письмо с планами похода. И Аристагор через полгода осады истратил все ресурсы и ничего не смог захватить. Понимая, что он потерпел крах, истратил ресурсы правителей, поссорился с персидским аристократом, Аристагор решил подбить на восстание все ионийские города. Ему лично терять уже нечего, неминуема казнь, а так хоть послужим родине. И это получилось. Робкие возражения отдельных лидеров не слушали. Бунтующие не страшились ни мощи империи, ни отсутствия союзников и флота. Афера, так прямо ее называли даже современники. Под лозунгами свержения варварской тирании лидеры восставших даже клялись убрать у себя права сатрапов, которые позволяли править греками на силовой азиатский манер, и возродить демократию. Была зима. Войны тогда не велись в мороз, и греческие аферисты поехали на гастроли по континентальным полисам, ища союзников. В Спарте Аристагор выдал яркую речь о силах восставших, о том, как легко разгромим Персидскую империю и сказочно разбогатеем. Царь Спарты Клеомен мрачно молчал. Тогда Ионис продолжал, и все больше и больше увеличил размеры будущих доходов, пока малолетняя дочь спартанца не сказала: «Папа, если ты не уйдешь сейчас, этот чужестранец все-таки подкупит тебя». Спарта отказалась. А вот в Афинах ждал успех. Те же речи и посуды перед тысячами людей на площади вызвали горячее приветствие. 20 кораблей были даны ионийцам, а также требование к персам выдать в Афины их прежнего правителя, который был свергнут и нашел приют у врага. Как зло шутили античные авторы, это доказывает, что обмануть тысячи людей гораздо проще, чем одного царя Спарты. Еще 5 кораблей дал небольшой город Эретрия. Знал ли Аристагор о миллионной армии у персов? Скорее всего, знал. Удивительно, что персы, имея мощную разведку, видимо, не знали о планах бунтовщиков. Это веками позже византийские правители будут не успевать казнить чиновников и назначать новых, как те уже получают тайные посылки с деньгами от Парфии и селятся поближе к морю, чтобы в случае чего быстро сбежать. А вот держава Ахеменидов только училась мастерству шпионажа. Тем не менее, персы успели среагировать. Небольшая их армия направилась прямо в Милет, где был центр восставших. Однако греки провели их. Всю мощь они направили на Сарды, столицу, где почти не было сил на отпор. В суматохе сражения кто-то из греков поджег город, и пламя разнеслось всюду, так что сгорел даже храм местной богини Кибелы. И после такого уже местные жители слеснулись с греками, обвиняя их в святотатстве. И на этом этапе вести разнеслись по Ионии, и города начали бунтовать один за другим, думая, что восставшие уже взяли и разгромили саму столицу. В реальности же персы стянули туда войска, но греков уже прогнали местные жители. На побережье моря персы настигли их и начали добивать, пока Аристагор кричал вслед уходящим афинским кораблям, что еще не все потеряно, и только глупые трусы бросают победу на полпути. Кибела – одно из важных божеств второго плана для персов.
Это не просто поругание святыни, это вызов и местным народам, и самой основе Персии, которая считала чужих божеств входящим в их культурное поле и усиливающих благодать над империей, а многобожники-греки демонстративно предали их огню. Для Дария это стало не просто военным поражением, а личным оскорблением и вызовом авторитету всей персидской державе. Аристагор сумел выбраться из ловушки и бежал во Фракию. Правда, там он был застигнут карательным войском персов и пал при осаде одного из городов. После разгрома восстания персы решили наказать виновников и одновременно навсегда обезопасить свои западные границы. И тут греки снова допускают ошибку. Афиняне, видя, с кем связались и что будет дальше, отправили к персам послов, планируя взять их в союзники против Спарты, которые всегда опасались. А затем этот факт всегда можно расценивать как мирные и добрососедские отношения, забыв прежние обиды. Кир, то есть Куруш, если быть точным, как и Дарий, вернее правильнее его имя звучало как Дариуш, предложили бы одну и ту же формулу в ответ: «Дайте нам земли и воды». Афинские послы согласились, не зная или не желая соблюдать, что это означало признание господства и подданства со всеми вытекающими обязанностями. Вероятно, уже в Афинах послы поняли, что они сделали, и подверглись суровому осуждению. Срочно было отправлено еще одно посольство в надежде исправить промах с формальным поводом выдать в Афины бывшего правителя, который еще и вел в Персии антигреческую пропаганду. Посольство вернулось ни с чем, подразумевая, что не годится подданным требовать что-то от правителя. А земля и вода – важнейшие символы зороастризма, над которыми человек может иметь некоторую долю власти, в отличие от огня и воздуха. Дать ее – значит дать максимум того, что может дать человек вообще. Брат Дариуша по имени Даврис разгромил восстание играючи, тратя по одному дню на взятие каждого города. Но в последней провинции, в Карии, его войско попало в засаду и было поголовно уничтожено. Переждав зиму, персы направили большое войско из покоренных народов на Милет. Взяв его, они всех молодых мальчиков сделали евнухами, молодых женщин продали в рабство, а прочих перебили. Молодой парень по имени Мильтиад сумел выбраться из бойни и бежал в Грецию. Через годы греческое войско под его командованием разобьет персов в битве при Марафоне. Дариуш неудержим. Мечтая о славе Куруша, он идет на греков и рассылает в каждый город требования земли и воды. Одни соглашаются сразу, другие игнорируют и затем терпят осады и сдаются, как было со всем севером Греции во Фракии. И лишь Спарта, как было в сцене из фильма, сбросили послов в колодец со словами «там вы найдете себе и землю, и воду». Афины также убили послов персов, и два непримиримых врага были вынуждены как-то налаживать союз перед лицом похода на них громадной армии. Однако поход завершился неожиданной катастрофой. Афиняне одержали блестящую победу при Марафоне, разрушив миф о непобедимости персидской армии. 200 греков пали против 6000 персов. По легенде, Дариуш даже приказал одному из своих слуг ежедневно напоминать ему: «Господин, помни об афинянах». Дариуш не смирился. Он отступает домой и собрал настоящую армию, уже не карательный корпус, а армаду, которая сокрушит греков. Персы еще не встречали такого противника и не рассчитывали на такую серьезную оборону. Восстание в Египте отвлекло его ресурсы и внимание, а затем его сменил на посту сын, Ксеркс, который, вероятно, получил последнюю просьбу отца о мести грекам, и к огромной армии добавил еще и соответствующий флот. Собственно, Ксеркса следует именовать подлинным именем, хотя и сложным для нас – Кшарьякша, то есть царь над героями. Греки его описывают как безвольного, пресыщенного и самовлюбленного тирана, который на полном серьезе приказывает высечь море. Он приказал палачам бить море, приговаривая: «О ты, горькая влага Гелеспонта! Так тебя карает наш владыка за оскорбление, которое ты нанесла ему, хотя он тебя ничем не оскорбил». И что интересно, следующая переправа персидских войск прошла успешно. Персы же, напротив, пишут о том, что это был мудрый и добрый правитель, высочайший добродетели и осторожности. Сходятся они в одном – во внешности. Кшарьякша описывается как молодой человек невероятно высокого роста и большой красоты. Когда власть перешла к Ксерксу, перед ним стоял не только вопрос мести. На карту были поставлены престиж величайшей империи мира, безопасность ее границ и право царя считать себя повелителем всех народов. Но действительно ли целью Ксеркса было уничтожение Спарты? Нет, совсем нет. Она была лишь частью военного союза, причем частью, которая проиграла. Почему именно спартанцы стали главным символом этой войны, хотя решающую роль в судьбе Греции сыграли далеко не только они?
Красивая история о 300 спартанцев, победивших 1000 персов и павших от предательства. Она разбивается о реальность. К спартанцам примыкали фиванцы и фиспийцы, а также бесчетные спартанские лоты. В ходе битвы спартанцы пали и не удержали позиций. Враг прошел дальше. Более того, к нему примкнули выжившие фиванцы. Персы прошли дальше и уже через месяц только потерпели поражение при Платеях и при Салмине, настоящих решающих битвах. Именно там полегла основная часть персидской армии, но еще почти 10 лет она будет медленно откатываться из Эллада назад. А что же вообще двигало сторонами? Давайте подведем итог. Персы расширяли империю и, взяв Лидию, получили ионийских греков подданные. Их толкало распространение своего образа империи и идеологии, то есть истина, добро, которое выражалось в единобожии, единоначалии, приведению народов к зороастрийской морали, а окружающие язычники воспринимались как сторонники зла, существовать с которыми спокойно рядом нельзя с точки зрения долга. Ионийцы устроили восстание, намереваясь разбить персов и поживиться их сокровищами. Не получив поддержки с континента, они проиграли, но попутно допустили святотатство и бросили вызов миропорядку персидской модели мира, даже не империи в целом. За это Персию жестоко и варварски покарали, вызвав возмущение в Элладе такой свирепостью. Взаимный накал привел к послам, ошибочно принявших подданство Персии, а затем открыто готовившихся к бунту и не признающих своих обязанностей. Карательное войско Дариуша вступает в Элладу и терпит крах. Он готовит реванш. Его сын подхватывает долг у Дариуша и вторгается уже с огромной армией, но также терпит фиаско, получая ни отмщения ни за отца, ни за оскорбление его державы еще ранее. С точки зрения греков, персы были сущими варварами. Народ в цветастых одеждах, физически неразвитый, живущий в громадной империи, подавляющий народы. С точки зрения персов, варварами были греки. Одевают на себя куски ткани, подставляя солнцу свои тела, смущая окружающих, предаются пьянству и разврату, много лгут, живут в сотне враждующих городов вместо подчинения единому правителю, который избран высшими силами, и поклоняются множеству демонов вместо культа единственного бога. По сути, Персия шла установить над Грецией божественную благодать, единобожие, единовластие, прекратить свару народов и городов и сокрушить их отвратительных богов, которые суть Девы Аримана. И получается, что в истории от Голливуда о дерзких и свободолюбивых греках и свирепой и мрачной империи персов агрессорами выступали скорее греки, а персы очень долго не реагировали на провокации, а попытавшись найти способ определить свои взаимоотношения, получили убийство послов, а затем разгром своих армий. Ни одна из сторон не была однозначно дикой и варварской, ни одна тотально правой, а вторая тотально виноватой. Греческие авантюристы смогли. Армия профессионалов победила массу необученных скотоводов, но распространение монотеизма в Европе было остановлено на многие века. Пишите в комментариях о том, на чьей вы стороне в этой войне. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.